Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. У Тома немного пропал голос, поэтому сегодня в основном буду говорить я. Мы отправляемся на морскую экскурсию по 3 островам. За нами на минибасе уже приехал трансфер. Сейчас мы отправляемся в порт, откуда будем отплывать на острова. Сейчас мы уже приехали в порт. Как вы знаете, мы находимся на острове Бусуанга, в городе Корон. Сегодня нас ждут 3 острова. Сейчас мы уже погрузились в лодку. Есть ребята со вчерашней экскурсии, которые сегодня опять будут с нами в группе. Сейчас инструктаж дает наш капитан. Рассказывает о том, что мы сегодня посетим 3 острова. У нас сегодня будет, конечно же, ланч на 2-м из них. Ну, в общем, сегодня будет такая больше релакс-экскурсия, прогулка. Вот, будем больше находиться на островах, больше, скажем так, отдыхать, загорать, любоваться видами. Все, наконец-то мы доплыли до первого острова, он называется Булок-Дос. Сам остров очень живописный, есть небольшая коса, по которой можно погулять. Но до этого хочу еще рассказать, как мы сюда добирались. Мы плыли больше 1,5 часов. Еще когда сидишь в передней части лодки, у вас есть как бы 2 опции. Одна такая приятная, вы можете наслаждаться видом, который открывается впереди вас. А вторая опция менее приятная, что когда вы плывете вот на такой, как у нас, небольшой лодке, которая называется банка, то есть большая вероятность быть забрызганным с головы до ног водой, потому что брызги постоянно летят вперед. Вот, поэтому уже все практически мокрые, выходим из лодки. Вот таким нехитрым способом мы спускаемся с нашей лодки. Как всегда, немного по воде до суши идем. Надо еще сказать, что сегодня не очень солнечно. Солнышко спряталось там за облаками. С одной стороны хорошо, не жарко, но с другой стороны мы хотели более солнечные кадры получить. Нам рассказали, что на этом острове, помимо того, что здесь есть песчаная коса, вот она за моей спиной, также есть небольшая обзорная точка, площадка, скажем так. Еще этот остров, он соединяется по этой песчаной косе как раз с другим островом, но он частный, Private Island, и туда, скажем так, заходить на него нельзя. Вот. Также есть небольшая здесь арена для снорклинга, но в основном все-таки здесь люди просто наслаждаются красотой этого острова. Пока немного прогуливаемся, здесь есть локация с качелями, есть также небольшая табличка с названием острова, которую я вам сейчас покажу. Вот так она выглядит. Следующая локация на этом острове — это небольшая обзорная точка, обзорная площадочка, на которой мы поднимаемся. Подъем очень простой, буквально 30-40 ступенек, и вот мы уже наверху. Пока у Томочки немного восстановился голос, расскажи, как мы полетали на дроне. Полетали мы великолепно. Единственное, что дул ветер, и его местами иногда сносило. Но виды потрясающие. Как и твой голос, как и твой голос. Кстати, вы видели кадры с нашими друзьями из Филиппин. Это тоже интересная пара, которая путешествует по своей стране. Мы с ними познакомились и сегодня уже путешествуем во 2-м туре подряд. Сейчас мы уже спустились вниз. Идем гуляем по косе. Мы сделали правильный выбор, когда вначале прогулялись на ту часть острова, потом поднялись на обзорную, а сейчас спустились на косу. Раньше здесь буквально еще минут 10 назад было очень много людей, а сейчас здесь нет никого, прости. Теперь еще и понос дал. А я хочу отметить, что мы наконец-то без этих аквашузов гуляем босиком. Аквашузы — это резиновые тапочки, которые мы брали на каждой экскурсии, но на этой они вам не нужны и нам не нужны, поэтому можете смело от них отказываться здесь. Ну и, конечно же, здесь можно искупаться, правда, совсем не глубоко, максимум по пояс.
но водичка просто бесподобная. Цвет потрясающий, бирюзовый. Вода прозрачная. Вот здесь наша лодка, на которой мы приплыли. Сейчас половина нашей группы купается, кто-то где-то гуляет, кто-то пытается увидеть каких-то рыбок здесь. Есть небольшой участок для снорклинга. Ну, а мы с вами просто релаксируем. Потом я оставил камеру и уже искупался там, где поглубже. Глубина в этом месте все-таки есть. Можно поснорклить, а можно просто покупаться. Провели на этом острове мы около 1,5 часов. И сейчас уже отправляемся ко второй точке, ко второму острову. Совсем немного мы отошли от прошлого острова и приплыли уже на Банана-Айленд. Это наша вторая остановка, здесь у нас будет ланч. Сам остров очень красивый такой. Я бы сказала, что это такой райский остров. Да. Знаете, здесь бы остаться на месяцок, но главное с интернетом и с горячей водой. И все, и вообще просто ловишь кайф в уши, невероятно красиво. В отличие от прошлого острова, здесь этот остров гораздо больше. На этом острове даже есть уже свой резорт, Банана-Айленд резорт. Здесь есть домики, поэтому кто-то даже живет здесь в уединенной обстановке, атмосфере. Еще этот остров называют Маленький Боракай, Small Боракай, потому что это такая райская копия этого острова, на который мы отправимся чуть позже. На этом острове также есть несколько локаций красивых для фотографий. Ну, в принципе, локации здесь везде красивые, потому что природа великолепная. Но есть, смотрите, и качели, и вот такие лежаки, причем их очень-очень много. Есть также еще небольшая такая тарзанка на автомобильной шине. И сам песочек очень мягкий. Сейчас у нас ланч, наша вся группа уже ждет только нас, потому что здесь есть традиция, пока все не подойдут, остальная группа не начинает кушать, поэтому вот мы сейчас самый последний и покажем, что здесь у нас на ланч сегодня. Так, ребят, сегодня у нас обед мало чем отличается от вчерашнего. Также рыбка, креветки, фруктики, ананас, банан, овощи еще есть тушеные. Салатик есть. И рис, конечно же. Обязательно, обязательно вот это вот лакомство. Возможно, насчет риса прозвучало немножко сарказм, просто мы удивляемся, как местные могут каждый день есть этот рис и на завтрак, и на обед, и на ужин. Мы немножко, конечно, к этому не готовы, мы периодически его едим, но не так, чтобы каждый день. Так, друзья, это была процедура, как делают соус. Берут, во-первых, пластиковый стаканчик, уменьшают его в половину, добавляют соевый соус, добавляют туда каламанцы, это такие вот маленькие мини-лаймы, назовем их так. Ну и теперь можно макать туда рыбку. Рыбка у нас, кстати, называется единорог, потому что у нее, ну вы видели, когда я снимал крупно, у нее на лбу есть рог. Вот, поэтому она рыба-единорог, юникорн. Итак, макаем эту рыбку в соус. Рекомендую. Рекомендую, это я Томочке говорю. Правда, получается очень интересно. Соевый соус и такой кисленький каламанси. После ланча у нас еще было немного времени, чтобы запустить дрон, прогуляться по острову. А сейчас мы обратно уже садимся на нашу лодку и плывем на третий остров. Он находится здесь недалеко и тоже весьма любопытный. Мы на третьей локации, которая называется Меликапуя Айленд. Необходимо дойти до пляжа в течение 5 минут по такой дорожке. Вот дорожка, сейчас мы будем идти по ней. Движемся по тропинке, идти 5 минут буквально, и будет пляж. Да, наша последняя локация. 5 минут до пляжа. Переходим на другую сторону острова. Только пришли на пляж и сразу же нам предложили кокос. Стоимость одного кокоса, как обычно, 50 песо. Вот мой красавчик уже, видимо, готовый. Ребята, кокос, как обычно, бомба. Очень сладкий, но немножко теплый. Но меня радует их цена. 50 песо, это вообще дешевле кокоса, мне кажется, мы давно не встречали, разве что в Южной Америке.
этом острове тоже есть небольшая обзорная площадка, в которую я сейчас поднимаюсь. Из камушков ступеньки здесь. Сильный ветер, наверное, даже еще сильнее, чем был до этого. Погодка сегодня очень солнечная, ветреная. На самом деле классная обзорная площадка здесь располагается, потому что с нее видно на все стороны. И есть совершенно разные локации. С одной стороны море, здесь пляж, куда мы приехали. И есть еще один небольшой такой уголок с пляжем. Сейчас я вам покажу эту локацию поближе. Вот наш пляж основной, к которому мы дошли. Пока, наверное, этот остров нам кажется из трех самый живописный, самый красивый. Лазурная водичка, песок, огромная, широкая береговая линия. Очень много различных здесь и качелей, гамаков, где можно устроиться, полежать, покупаться. Также здесь можно поснорклить. То есть наш гид договорился с одним из капитанов лодок, таких маленьких, небольших, на берегу, что он отвезет нашу группу поснорклить специальным способом. Вот смотрите, сейчас я включу видео, потому что мне с дрона удалось это немножко поснимать. Вот сейчас вы видите эти кадры. То есть наша группа отправилась на лодке смотреть рыбок. Я такое вижу впервые. Они все взялись за саму лодку, плывут, смотрят внизу рыбки. Где-то останавливаются, где-то там им говорят, что здесь риф есть, поэтому можно посмотреть повнимательней. В общем, очень интересно. Дополнительно это всего стоило 100 песо с человека. Ну, потом заплатить отдельно капитану. Вот, я остался, как уже сказал вам, здесь. Я полетал с дрона, немножко искупался, поплавал, а Томочка отправилась смотреть рыбок. Я думаю, когда она приплывет обратно, она вам расскажет, видела ли она что-нибудь. Я думаю, что ей удастся что-то увидеть здесь интересное, потому что действительно риф, который находится примерно в, наверное, 200 метрах от берега, вот там вот лодочки плавают. Там, я думаю, можно увидеть интересных рыбок, может быть, еще что-то. Вот так вот, друзья, поэтому очень нам нравится эта локация, тем более, что наконец-таки пропал ветер, наконец-таки выглянуло солнышко, теперь можно наслаждаться красотой, природой и теплом. Так, наша мартышка вернулась со снорклинга. Рассказывай, как это было? Я обняла пальму и говорю, я не хочу отсюда уходить, здесь слишком хорошо. Мне очень понравилось. Сначала мы держали за ниточки у лодки и нас везли так чуть-чуть поодаль от берега. Привезли, сказали, вот здесь открытый аквариум, держите бисквит и кормите рыбок. И мы стали кормить, рыбки нас окружили. Даже несколько штучек меня укусило, это было забавно, столько красивых рыб. И после этого нас повезли еще чуть-чуть дальше и показали безумно красивые кораллы, рифы. И были огромные, знаете, такие ракушки, да, в которых обычно бывает жемчуг, но они были уже мертвые, но тем не менее все равно красивые. Я забыла на дно и даже подержала их. Ты думаешь, в этих ракушках именно жемчуг? Может быть, там все-таки жемчуга-то не было, а были там рыбки какие-то? Уж прям жемчуг. Ну, когда-то были, а сейчас вот рыбки. Ну, по крайней мере, нам хочется в это верить, что там был и жемчуг, что там было какие-то... Но они такие красивые, как из мультика «Русалочка». Да. Все, друзья, прошли, наверное, часа полтора на этом острове для нас. А сейчас мы с нашей группой уже идем обратно, переходим на другой берег, откуда мы пришли, и садимся в лодку, чтобы плыть обратно. Что-то мы все время сегодня с Томой самые последние. Сейчас на лодку тоже садимся самые последние, вся группа нас ждет. Но нам всегда не хватает времени. Хоть мы по 1,5 часа проводим на острове, но этого критически мало для нас. Хотим везде гулять, наслаждаться, летать на дроне как можно дольше. В конце морской прогулки, как всегда, у нас сладости. Сегодня это жареный банан. Да, очень вкусный. Иногда его подают в панировке, еще в чем-то. В общем, жареный банан — это наша, наверное, топчик, да? Топ. Да. Фух, наконец-то мы приплыли, примерно 1,5 часа в пути обратно. Мы опять все мокрые вдрызг, потому что сидим первые, постоянно брызги, постоянно. Ты как? Ну, не знаю, моя Гору, конечно, спасибо за это не скажет. Да, Гору спасибо не скажет, но мы спустя какое-то время, конечно же, скажем спасибо, будем вспоминать эту экскурсию, эту морскую прогулку с большим удовольствием. Мы ее в агентстве Plabao Travel. Все контакты оставим в описании под видеороликом. Да, обязательно, поэтому приезжайте, можете к ним обращаться. 1500 песо данное удовольствие, данный морской тур стоит.
Не надо дополнительно платить налоги за острова, на которых вы будете находиться. Не нужны резиновые тапочки. В общем, это такая экскурсия для тех, кто уже побывал на других турах, более насыщенных. А здесь можно уже отдохнуть немножко. Отдохнуть, покупаться, поснорклить чуть-чуть. В общем, настоятельно рекомендуем данный вид развлечения. Сейчас мы выходим уже на берег. Дальше нас трансфер везет до отеля. И мы с вами увидимся на ужине. Сегодня вечером мы решили поэкспериментировать и пришли на ужин в ресторан здорового питания, веганский ресторан, и поэтому покажем вам много интересных блюд. По нам, конечно, не скажешь, что мы за здоровое питание, но все же иногда поэкспериментировать и попробовать что-то новое, интересное, мы всегда за это. Наш стол уже полон явств. Давайте пробовать. Первая закуска — это хрустящая тортилья с томатами, луком, специальным чесночным соусом. Да, весьма любопытно. Немножко напоминает итальянскую закуску, как брускетта, только на хрустящей тортилье. Следующее наше блюдо подается вот на такой вот шкварчащей сковородочке. Здесь сыр тофу с грибами. Все это в соусе из каламанси. Потом здесь также еще есть лучок, яйцо, ну и какие-то специи. Также здесь есть еще перчик. Получается очень вкусно. Весь соус находится в самом низу, там же, где и грибы. Поскольку, как вы помните, у Тома сегодня пропал голос, можно сказать, поэтому обзор на еду буду тоже делать вам на всю практически я один. Вот. Следующее наше блюдо — это вот такой вот салат с зеленью, с манго. Здесь у нас огурцы, манго, зелень, кешью орешки. Также это у нас лапша, да, идет? Рисовая, да. Да, рисовая лапша. Вот мы сейчас слышали Томин голос за это. Ну и давайте пробовать. Ну, знаете ли, я думаю, если таким здоровым питанием меня кормили все время, то, наверное, я бы на нем остался. Мне кажется, кому-то претензии сейчас. Очень вкусный салат. Надо отметить, что еще порция большая. Следующее наше блюдо — это специальная тортилья с фалафелем. Внутри также находится зелень, огурец, томат. Все это сдоблено еще хумусом. В общем, давайте скорее пробовать. И сырный, и чесночный соус. Это правда очень интересно. Там еще мелко рубленная зелень внутри. Все это дело еще подается с картошечкой, со специями. Я бы даже, если честно, не смог подумать, что это веганское блюдо. Но фалафель, видимо, считается веганским. Томочка все-таки решилась нам рассказать про десерт. Если получится. Как обычно, манго флоутинг. Это бисквит и кусочки манго. Здесь он, правда, называется чизкейк манго. Чувствую овсяные хлопья. Но интересное сочетание, весьма необычное. Да, стоит добавить, что, во-первых, в этом кафе вы можете расположиться как внутри, так и снаружи. Есть небольшой балкончик. Просто там сейчас немножко шумно, потому что проходит главная дорога, поэтому мы решили переместиться внутрь. Вот, а так здесь есть несколько локаций. Такое уютное кафе, пока мы пришли, были практически первые, а сейчас уже полная посадка. Везде общается молодежь, что-то обсуждает. Вот, а цены в этом кафе умеренные. Особенно если сравнивать с ценами на здоровое питание в московских ресторанах. Вот.
то здесь, конечно, все блюда стоят порядка от 150 до 250 песо. Как вот в этом пределе. Поэтому если вы веган или вегетарианец, просто любите здоровое питание, то можете сюда смело приходить, попробовать, поэкспериментировать, так как сделали это мы. Сейчас мы уже спустились вниз на шумную улицу. Сегодня мы классно провели день, искупались на красивых пляжах, вкусно, интересно поужинали. Томочка вам желает удачи. Я желаю вам удачи, а вы пожелайте мне здоровья в комментариях. Да. Всем до новых встреч. Всем до новых Пока. встреч, всем здоровья и удачи.